Дао Дэ Цзин– это книга о Дао и Дэ, то есть о Боге Отце и Святом Духе. Дао – глубинная основа всего. Оно – сокровище, стремящихся к нему. Но оно также признает существование и людей зла. Да, нужно проповедовать чистоту и доброе поведение всем людям. Но разве не нужны в обществе люди зла? Разве не помогают они познавать эфемерность земных сокровищ и благ, а также иллюзорность надежд на вечное пребывание на земле в своем нынешнем теле? Взаимодействуя с ними, разве не совершают люди добра усилия по изменению себя на пути к Дао, чтобы отстраниться от зла как можно дальше? Ведь чтобы стать недостижимыми для зла, необходимы конкретные действия по развитию себя как сознания. И многие не стремились бы стать лучше, если бы не помощь им со стороны людей зла. Земные правители, обладающие абсолютной властью, и их приближенные дорожат своими драгоценностями и роскошными колесницами. Но ведь они на самом-то деле ничуть не лучше тех, кто, пребывая в уединении и покое, следуют глубинным путем к Дао. И не лучше ли было бы тем земным правителям начать спокойную жизнь и тоже посвятить ее постижению Дао? Говорят, что в давние времена люди не стремились к земным богатствам, а преступников не отправляли на казнь. В те давние времена люди почитали Дао. Избавься от суеты ума и от ненужных поступков. Соблюдай покой и довольствуйся простой пищей. Так начинается путь к познанию великого Дао, которое есть одно единое, состоящее из множества великих душ. И также существует множество душ мелких, воплощаемых в тела. Познавший это мудрый человек знает, что на ненависть нужно отвечать добром. Трудное дело начинай с легкого начала, ведь любое большое дело состоит из малых составляющих. Так постепенно и совершается великое дело. Если же кто-то обещает исполнить великое дело одним махом, слова такого человека не заслуживают доверия. Но мудрый вовсе не принимается за великие начинания в мире материи. Поэтому-то он и творит великие дела в мире духовном. И это ему не трудно.
Тому, кто уже овладел гармонией, легко помочь. Тому идущему, который еще не нашел свою тропу, легко ее подсказать. Хотя надо помнить и о том, что слабый человек может запросто сорваться с тропы. И тот, кто пока еще мелкая душа, сбежит от трудностей. Проще начинать строить там, где не придется сначала разрушать старые развалины. Внедрять великие знания лучше там, где не встретишь вражды со стороны злобных и глупых людей. И тогда большое дерево вырастает из маленького саженца. Девятиэтажная башня начинает строиться из горстки земли. Путешествие в 1000 ли начинается с одного шага. В мире материи предприниматели разоряются, владельцы собственности теряют ее. Вот почему мудрый человек так не действует. И он не терпит неудач. Он ничего не имеет, и поэтому ему нечего терять. Мудрый человек не живет в земных страстях, не стремится получить из материального то, что требует больших усилий. Он живет в естественной простоте и довольствуется тем, что отвергают мирские люди. Он идет по пути к Дао. Познавший Дао не выставляет себя на показ перед непросвещенными людьми. Он также отказывается от управления толпой и поэтому может продолжать свое совершенствование и помощь достойным. Сокровенные высшие знания о методах развития сознания могут стать губительными для не готовых к тому людей. Мудрый, знающий об этом и действующий согласно этим принципам, становится образцом для подражания. Именно так действует и великое Д. Чтобы понять сказанное, надо узреть, что великое Д является противоположностью по отношению к людям порока. По отношению к таким людям великое Д находится в недосягаемой дали. Вот что такое великое Д, обладающее высшей силой и содержащее в себе все бесчисленное множество существ. Оно соединяет и разъединяет людей. Оно управляет всем. Оно повелитель, заслуживающий самой сильной любви и почитания. Учась у него, достигнешь наивысшего благополучия. Великие реки потому столь могущественны, что они текут вниз, в моря, собирая в себя воду, стекающую со всей округи. Мудрый человек, желая помочь народу, тоже должен ставить себя ниже других.
Поэтому, хотя он и превосходит народ, но для народа он не в тягость, и народ ему не вредит. Люди с радостью следуют за ним и от него не отворачиваются. Он ни с кем не соперничает, и поэтому он непобедим. И он сам непрерывно продвигается вперед, а люди ему не завидуют. Он ни с кем не борется, и потому никто в целом мире не может заставить его действовать вопреки его воле. Дао велико и не имеет в себе равных или подобных себе. И оно находится столь глубоко и столь тонкое, что его невозможно ухватить и к чему-либо принудить. Я имею 3 сокровища, которыми дорожу. Первое – это человеколюбие. Второе – бережливость. А третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Я человеколюбив, поэтому могу быть храбрым. Я бережлив, поэтому могу быть щедрым. Я не смею быть впереди других, поэтому могу стать для людей вождем. Кто храбр без любви, щедр без бережливости, кто, стремясь быть впереди, отталкивает других, все те терпят неудачи. Но кто, сражаясь, остается полон любви, тот побеждает. И он неприступен, ведь Дао постоянно охраняет его. Мудрый полководец не бывает воинственен. Мудрый воин не бывает гневен. Умеющий побеждать не нападает первым. Умеющий вести людей за собой не унижает их, но ставит именно себя в низкое положение. Таковы законы Д, отвергающие гнев, возвеличивание себя и насилие. Так действуют и те, кто представляют Д, ведя людей в изначальное и вечное Дао. Военное искусство учит. Я не смею первым начинать. Я должен ожидать. Я не смею наступать хотя бы на вершок вперед, а отступаю на аршин назад. Это называется действовать бездействуя, побеждать без насилия. В этом случае не будет врага, и я могу не растрачивать напрасно силу. И нет беды тяжелее, чем ненавидеть противника. Ненависть к противнику – это путь к потере моего самого сокровенного Дао. Итак, в результате сражений одерживают победу те, кто
избегали их.